Приветствую всех, кто решил посмотреть это видео. Ну вот, как я и обещал, в этом видео будет представлена сборка самодельного пескоструйного пистолета. Данный пистолет будет простой в сборке, не требующий никаких токарных работ, и с хорошей эффективностью в удалении ржавчины. Скажу сразу, даже не пытайтесь мне писать в комментариях про пистолет, где вся конструкция состоит из пробитой бутылки, которую нужно держать в вертикальном положении. Не знаю, как вам, а мне нравится работать с комфортом. То есть, если я сделал какой-то самодельный пистолет в данном случае, я хочу, чтобы он выполнял свою функцию и при этом был удобным в использовании. Да, я там видел, люди пытаются что-то придумать для того, чтобы бутылка оставалась в вертикальном положении. Но все это выглядит как-то ненадежно. Я еще видел пистолет с довольно хорошей эффективностью в удалении ржавчины данного типа. Получается, смотрите, берется пистолет, пробивается здесь отверстие и вставляется заклепка. Цена вопроса, грубо говоря, одна заклепка, да, то есть вообще, можно сказать, даром можно сделать такой пистолет. Но, ну вот незадача какая. Этот пистолет у меня поработал всего лишь полчаса, его хватило всего лишь на полчаса. А все потому, что когда вы достаете вот эту трубку из этой вот головки, там уже теряется уплотнение. И она спокойно потом уже вынимается. То есть она уже потеряла свою надежную фиксацию в головке, и все, и она просто потом выскакивает из нее. Да, такой пистолет очень экономный в плане расхода песка получается. Но я же говорю, что у меня этого пистолета хватило на полчаса. Полчаса работы. Потом произошло вот что. Смотрите, давление сейчас у меня на манометре 4 бара. Вот, смотрите, что у меня произошло. Вот и все. Видите, всего лишь навсего 4 бара давлений, а трубка уже выскакивает из этой вот головки. Все, получается, тоже никуда это не годится. Итак, приступим к сборке самодельного пескоструйного пистолета с объяснением того, что нужно купить и какие размеры резьбы присутствуют на элементах сантехники. Чем хорош продувочный пистолет данной фирмы? Он имеет уже резьбу 1/4 дюйма. Из этого следует, раз тут резьба 1/4 дюйма, нам токарных работ никаких не понадобится. Мы смело идем в магазин и покупаем вот эти вот элементы. Значит так, что тут из элементов нам придется купить? Нам понадобится штуцер с резьбой 1/2 дюйма. Внешний диаметр елочки 10 мм. Две муфты. Резьба тоже 1/2 дюйма. Также нам понадобится 2 переходных ниппеля. Здесь вот резьба 1/2 дюйма. И здесь резьба 1/4 дюйма. Также и здесь 1/2 дюйма, а здесь 1/4 дюйма. Также нам понадобится тройничок с резьбой со всех сторон 1/2 дюйма. Еще нам понадобится гайка с резьбой 1/2 дюйма. Помимо элементов сантехники нам понадобится кусочек тормозной трубки, пару шайб, гайка на 8 вместе с шайбой. Такие вот есть гайки, они вместе с шайбой идут. Штуцер автомобильный от тормозной системы. Внешний его диаметр 10 мм. Ну и понадобится шланг 8, внутренний диаметр. Шланг 8, внутренний диаметр. А внешний диаметр 14 мм. Два таких вот кусочка понадобится от шланга. И две трубки. Та трубка, которая будет в виде сопла. Диаметр ее 8 мм. Длина ее 14 сантиметров. Ну вот, грубо говоря, по длине бутылки еще нам понадобится одна трубка. Внешний ее диаметр
9 миллиметров. Внутренний 6 миллиметров. Кстати, у этого вот штуцера тоже внутренний диаметр будет 6 миллиметров. Да, 6 миллиметров. Шайба, которая большего размера из этих двух, имеет внешний диаметр 15 миллиметров. Та, что поменьше шайба, 10 миллиметров. После того, как вы нашли у себя в гараже кусочек старой тормозной трубки, ну или может быть у вас остался кусочек новой, ее нужно обрезать до нужной длины. Напомню, что длина у нее трубки 77 миллиметров. После того, как вы обрезали трубку нужной длины, вы берете гвоздь, с одной стороны трубку развальцевать, а с другой стороны как бы заузить. Обычным гвоздем вот берете гвоздь, вставляете его в трубку и начинаете вот так вот такими вот круговыми движениями развальцовывать одну из сторон. А с этой стороны нужно трубку заузить, то есть чтобы она шла как бы под конус. То есть вот так вот. Это можно сделать с помощью наждачки обычной. То есть вот так вот берете, начинаете вот так вот тереть. Медленно вращаю трубку. Итак, после того, как вы сделали предыдущие операции, берем трубку тормозную, берем шайбу, трубку вставляем в шайбу. Вот эта вот развальцовка с одной стороны трубки как раз таки нужна была для того, чтобы трубка не могла провалиться. После берем тормозной штуцер, также вставляем трубку в тормозной штуцер. Получается вот такая вот конструкция. Далее я беру ниппель, шайбу, та что побольше, большего размера, и вставляю ее внутрь. Таким вот образом. Берем вот такой вот бочонок, да, соединительный, накручиваем его на ниппель. Шайба находится по-прежнему внутри. Берем тройничок, вставляем туда тормозную трубку. Вставляем. И сейчас тройник соединяем с этим вот бочонком. Далее берем гвоздь по внутреннему диаметру тормозной трубки. И вот эта вот трубка, которая сейчас торчит здесь, да, вот вы ее видите, ее нужно строго отцентровать, для того, чтобы она не имела смещения ни вверх, ни вниз, ни вправо, точнее ни влево, ни вправо. Строго должна по центру смотреть. Если вы это не сделаете, у вас будет плохая подача песка. Поджимаем это все, чтобы надежная была фиксация внутренней трубки тормозной. Ну и вот смотрите, да, гвоздем я сейчас все отцентровал, и трубка тормозная строго идет по центру. Вот с этой стороны как. Вот просвет видим. Далее мы делаем вот что. Берем трубку, которая, напомню, на 8, и берем кусочек шланга, тоже внутренний диаметр шланга 8 миллиметров. Это нужно сделать для того, чтобы когда мы трубку просунем через вот этот ниппель, она не могла из него выпасть, когда вы будете пескоструить под давлением. По поводу тормозной трубки. Тормозная трубка должна заканчиваться вот на вот этом вот месте. Наглядно покажу, да, вот есть здесь резиночка, и здесь резиночка есть, да, а она должна заканчиваться вот на вот этом вот промежутке, на этом вот участке, между вот этих двух резиночек.
То есть вот когда вы закрутите вот этот вот бочонок, вот этот вот кусочек трубки войдет вовнутрь, а бочонком это все соединится. И он не дает провалиться в этот вот тройник. Вот этот вот кусочек шланга. Соединяем. Здесь в этом тройнике есть как раз таки отверстие для гайки на 8. То есть вообще ничего придумывать не надо, да? Просто берете, вставляете гаечку, и она будет служить в качестве жиклера. А шайба просто ей не даст провалиться туда вот глубже, чем положено. Вставляем гайку. Она вставляется легко, без каких-либо сильных принуждений. Все, жиклер в виде гайки готов. Еще нам понадобится ступенчатым сверлом просверлить отверстие в крышке. Отверстие на 20 мм. Итак, смотрите, что мы будем делать дальше. Берем гайку, накручиваем ее, берем крышку, заранее просверленную. Также ее накручиваем на эту резьбу. Берем второй кусочек, оставшийся от резинового шланга, помещаем его вот сюда вот. Этот кусочек шланга нам нужен для того, чтобы не было никакого срыва потока. Вот в этом вот месте. Ну и все, и сейчас закручиваем. Далее одеваем вот эту вот трубку. Далее берем бутылку, в данном случае из-под молока. И вот в этом месте, именно вот в этом месте, не здесь, не здесь, пробиваем отверстие. Тем же, например, гвоздем. Это нужно отверстие для того, чтобы сюда попадал воздух извне. Вот, пожалуйста, мы получаем пистолет, который не требует дополнительных каких-то усилий для того, чтобы еще бутылку поддерживать во время работы. Удобно в использовании. А для тех, кому неудобно снизу или наоборот нравится больше сверху, не беда. Есть и другой способ закрепить бутылку вверху. Здесь тоже есть простое решение. Разбираем всю конструкцию. А нет, точнее не всю, только бутылку снимаем. Накручиваем вот эту вот гайку. Она идет в комплекте с этим тройником. Таких гаек 3 штуки в комплекте. Убираем вот этот вот кусочек шланга и накручиваем гайку. Поджимаем все это дело. И у нас своего рода здесь получается как бы как воронка для забора песка. Берем какую-нибудь емкость по размеру посадочного места крышки и накручиваем ее спокойно. Кстати, на этом месте могла быть именно ваша реклама. Но не расстраивайтесь, у меня еще впереди будут много интересных, полезных видеороликов. Далее подкидываем еще одну шайбу. Вот сюда вот. Шайба нужна для того, чтобы в тот момент, когда мы будем накручивать пистолет, чтобы конструкция осталась в вертикальном положении. То есть не вниз
а вверх уже. И посмотрите, да, никуда ничего не падает. Можно как угодно работать. Так, берем какой-нибудь ржавый элемент подвески, начинаем его вычищать. Ну, например, вот здесь. Давление 8 бар. Так, ну давайте посмотрим, как будет пескоструить на 7 барах.
а на 10 барах способен выбить даже глубокую коррозию. Так, ну давайте теперь выбьем вот эту вот коррозию здесь.
И это все у вас буквально на глазах, за несколько минут. Качество обработки металла вы видите сами. Даже в кратерах ржавчину повыбивало. Здесь не выбило ржавчину по той причине, что у меня в бутылке закончился песок. Да и до блеска доводить эту железяку у меня задачи не стояла. Просто хотел вам показать, что самодельный пескоструйный пистолет тоже может удалять ржавчину. Причем довольно-таки хорошо. Вот результат пескоструйных работ перед вашими глазами. Я думаю, результат отличный, даже более чем. Здесь напомню просто, что мне не хватило песка. Так бы и вот эти вот участки ржавчины здесь бы сейчас не находились. Но вы можете оценить, насколько ржавчина была толстая по остаткам той ржавчины, которая осталась невыбитой. И пескоструй все равно справился со своей задачей. Давайте посмотрим с другой стороны. Там, где не было фитинговой коррозии, там, где не было кратеров, вот металл прям до блеска практически очищен. Посмотрите, какая здесь ржавчина. Какая ее толщина. И пескоструй справился со своей задачей. Вот с другой стороны. В качестве заключения можно сказать следующее. Пистолет способен удалять ржавчину с металла, начиная где-то на давлении от 4 бар. Если у вас фитинговая коррозия, там какие-то кратеры есть глубокие, и оттуда нужно выбить ржавчину, то давление на манометре должно быть не менее 8 бар. Если что-то легкое, да, 4-5 бар, ржавчина будет удалена. Если что-то такое среднее по коррозии, да, то давление должно быть где-то от 6 до 8 бар. По поводу расхода песка. Так как у меня стоит жиклер, а в виде жиклера используется гайка, отверстие в гайке внутреннее 3 мм у меня. Ну так получилось, что у меня другой гайки, подходящей под этот тройничок, сантехнически не нашлось. А в той гайке, что есть, отверстие 3 мм. Поэтому расход песка довольно-таки большой. Если вы найдете гайку на 2 мм или там на миллиметр внутренний диаметр, если это как-то получится, естественно, расход будет меньше. Теперь по поводу того, как можно уменьшить расход воздуха в данной конструкции. Если вы найдете трубку с внутренним диаметром меньше, чем тормозной, естественно, расход воздуха у вас будет меньше. Но тут нужно учитывать такой момент, что вам придется трубку, которая служит в виде сопла, тоже менять. То есть тоже придется найти трубку с меньшим диаметром. И, естественно, вам придется заменить жиклер, который находится здесь вот, который дозирует песок, на жиклер с более мелким отверстием. Тогда ваша вся конструкция будет нормально функционировать. Ну вот, в общем, собственно, и все, что я хотел вам сказать. В общем, кто захочет повторить, у вас обязательно получится. Ну и все. Всем до новых встреч. Дальше вас будет ждать еще больше интересных, познавательных видеороликов. Всем пока. Ну и для тех, кто решил видео досмотреть все-таки до конца. Вот эти вот отверстия в стекле сделаны с помощью пескоструйного пистолета, показанного в этом видео. Толщина стекла чуть больше 6 мм.